Недавно я сбартерил все вот эти снапы, не спрашивайте зачем, у меня просто была лишняя сыворотка и я хотел этим воспользоваться, почему бы и нет. Рано или поздно я все равно соберу все бартерные шмотки и они будут охранять персклад. Ну а пока что начну с L96A1. А на какую следующую снапу из 4 этих оставшихся бартерных сделать обзор, пишите в комменты. Оно выйдет все равно для всех, но порядок решаете вы. Вообще, ты сейчас скажешь, зачем делать отдельно обзоры, если можно спокойно все в один видос пихнуть. И да, ты абсолютно прав, но тут вот в чем дело. Я могу потратить неделю на этот видос с обзором на все эти снапы, или я могу сделать 5 видосов, которые буду публиковать примерно раз в 4 дня. Для меня именно такой подход будет лучше по одной банальной причине. У меня будет время, чтобы заняться другими делами и в частности контентом на другом канале. Так, L96A1 или же просто L-ка. Что это такое? Это мастерский снайперский ствол калибра 7,62. Бартерится за столько ресурсов, это без учета предыдущих снап. Вообще это довольно хорошая болтовка, не идеал, но пойдет. Только вот вся дилемма в том, что болтовки сейчас не так чтобы уж прям хорошо играются. Давайте для начала посмотрим на циферки, что из себя представляет L96A1 по характеристикам на плюс 15. Она у меня, конечно, плюс 12, потому что точка идет по гаранту, а тратить запаски на то, что будет лежать на пресс-складе, я не хочу. Так вот, такая картина. Имеет она 210 урона, это неплохо, но не идеально. Ваншотить плюс 15 мастерские броники даже без сборки она не будет, по крайней мере на ББшках. Но о патронах поговорим позже. Скорострельность 40, это просто есть. Далее 5 патронов, перезарядка 3,5, тактическая 3 секунды. Еще можно отметить хороший кровотек и останову. И множитель в голову 1,4. А вот прицеливание и доставание довольно небыстрое. Но в принципе для болтовки это простительно. Падения урона нет от слова совсем, а дистанция 230 метров. Это, конечно, круто, но на практике сомневаюсь, что кто-то будет файтиться на таком рейнже. Обычно 80% всех замесов на ближней-средней дистанции. Из этого следует вывод, что много практической пользы от элки не будет. Ближние дистанции отметаются сразу. Можно, конечно, взять коллиматор и по фану, как я, побегать, но это чисто прикол. Потому что если ты не ваншотишь типа, ты труп. А ты не будешь ваншотить типов. Если только они уже не были ранены, потому что даже плюс 15 элка не ваншотит Сатурн плюс 15 или гончего. Но тут есть нюанс, о котором позже. Конечно, если у типов что-то слабее или ты вообще на полумостах, тогда да. Чистые ваншоты могут быть довольно часто. Если, конечно, попадешь на типов, которые не носят сборки на жир или граники. То есть таких часто можно встретить в опене. Но есть еще один нюанс. Даже если чисто не шотнешь типа, его может добить кровотек. Но это при условии, что чел такой же еблан, как я, что не носит с собой бинты. Далее давай поговорим о средне-дальней дистанции. Тут уже да, безусловно элка будет иметь определенные преимущества. Особенно чем дальше дистанция. Давай разберемся, для чего вообще нужна элка и какие задачи она на сегодняшний день выполняет лучше всего. Первое это самое банальное – ПКшерство или кемперство. Засел на хорошей точке и ждешь жертву, попивая виски. Далее она хорошо себя показывает на аванпостах, при защите или атаке. Но тут еще смотря какой авик. Есть более открытые и закрытые. Логично, что для открытых это подходит больше всего. И последняя, как по мне, причина – это побегать килять пакетиков на зараженных зонах и надеяться, что ваншотнешь. Вообще, на фулл мостах, где все на плюс 15, играть безусловно менее перспективно. Но допустим, если ты на полумостах и у тебя плюс 15 элка, тогда да, ты точно получишь удовольствие. Но вообще намного перспективнее сейчас брать какую-то автоматическую снапу. Элка более требовательная к скиллу, так как нужно попадать и желательно онли в голову. Вообще сейчас болтовки считаются как саппорты, то есть оружие поддержки. Это особенно явно прослеживается на, допустим, сессионках, где ты максимум, когда убиваешь, это чисто добивание, потому что у типов миллион эффективки и живки. Можно, конечно, брать зажиги, тем более сейчас апнули горение, но нет. Лично я считаю, что СБП будет лучшим вариантом. Вообще, если говорить о патронах, тут какая ситуация? Для примера пусть будет штурма и Сатурн плюс 15. Чисто броня без сборок.
На ББшках логично, что по пакету будет больше урона. И да, она двушотит оба броника. Но на практике, если пакетик ты задвушотишь, то штурму или другую боевку вряд ли. Особенно если она со сборкой. И казалось бы, против пакетов есть идеальные патроны в виде СЭП, которые дают урон от разрыва. Но что мы видим? Урона в целом-то меньше проходит, даже чем от ББшек, потому что тут минус бронебойность. Или я, может, чего-то не понимаю о СЭП-патронах, но как будто бы юзлес. Это и касается динозавров, они как ББшки. Только у них больше остановы и плюс 175% урона по броне, что бы это ни значило. Я вообще хз, что это за параметр? Что значит урон по броне? Типа пробитие? Да нет, для этого уже есть бронебойность. Или это быстрее ломает бронь? В общем хз, но в сравнении у них с ББшками одинаковый урон. И вот они. Как всегда, безусловно, без сомнений, всегда топ СБП. Снапа раскрывается именно на этих патронах. Потому что тут, на этих патронах, и по Сатурну, и по Гончему, и там какой-то долгожитель, все это уже ваншотится в голову. Чисто, приятно и по кайфу. Но это, конечно, если чел без граника или сборки на жир пулистой. Но вот уже Пересвет и его аналоги уже не ваншотят. Но в целом, не парься по поводу патронов и просто бери СБП. По ТТК тут такая ситуация, как я говорил выше. На СБП это может быть 0, потому что ваншот пакетиков. Но во всем остальном ТТК будет почти всегда 1,5 секунды. Зачастую. Потому что всегда нужно будет дать как минимум 2 выстрела. На ББшках ситуация такая же, просто чуть меньше урона. Тут почти всегда только двушоты. По обвесам тут такая тема, что можно поставить только ствол и прицел. Но прицелы это база, само собой, они на все ганы вешаются. Вообще по них тут на свой вкус. Лично я ношу несколько под разную дисту. А со стволом ситуация следующая. Если идти на какие-то сессионки или КВ, или в место, где ты не боишься спалиться, то я бы выбрал АКМ или Элантак Драгон. Но на практике для болтовки эти параметры не сильно решают. А из глушителей, которые более важны я считаю для снэпы, я бы выбрал антитезу. Какие плюсы можно выделить у Элки? Урон за выстрел и ваншоты на СБПшках по пакетиках и слабой броне. Плюс на полумостах шикарно играется. Дальность и точность стрельбы. Кровотек и останова. И компактный размер модели на экране. Какие минусы? Очень важно это скорость доставания и прицеливания, довольно длинная. А особенно если одеть глушак и оптику, то еще дольше будет. Еще один важный минус, будь у чела сборка даже недорогая на жир, пулистой или граник, даже в пакете, ты его не ваншотнешь. Не говоря уже про боевки, на которые и так нужно минимум 2 тычки в голову на СБП. Еще небольшим минусом можно было бы отметить магаз на 5 патронов. Теперь, если сравнить ее с ближайшим аналогом, Читак М300. Есть еще Макмиллан, но я его сравнивать не хочу, у него меньше урона, хотя есть и встроенный глушак, и меньше отдача с разбросом. Но буду сравнивать сразу с арсенальной версией. Первая это у Читака больше урона на 11,5 единиц. И также в магазине на 2 патрона больше, и на 30 единиц больше остановы. На этом его важные преимущества заканчиваются. А теперь к преимуществам Элки. Отдача, перезарядка, скорострельность и скорость передвижения. Но еще одно важное отличие – это то, что на Читака, кроме прицела, нельзя ничего поставить. Ни глушак, ни что-то другое. Его основное преимущество – это разовый урон. Но при этом показатели ТТК будут хуже, чем у Элки. 1,72 секунды против 1,5 у Элки. При этом он также зачастую только двушотит. Разве что в отличие от Элки может шотнуть гончего на ББшках даже. В остальном ситуация как с Элкой. Я бы не сказал, что эти 11 единиц урона кардинально меняют геймплей. При том, что это арсенальная версия. А про обычную я даже не говорю. Да, на СБПшках это будет приятней по урону, но стоит ли оно этого, задай себе этот вопрос сам. Потому что делать придется арсенальную версию. А Элку можно просто сбартерить за небольшое количество ресурсов. Что можно сказать по итогу? У Элки есть своя ниша. Есть ситуация, где она может быть очень полезна, особенно в зараженных зонах и в частности в опене более приятно играть. Особенно по кайфу играется на полумостах. Там ваншоты по идее должны быть очень часто. Именно на полумостах. Если бы у меня был такой ак, я бы только с ней наверное и играл. Но в остальных ситуациях, и в частности на фулмостах, ситуация уже будет похуже. Зачастую типы либо всегда с жиром, или пулестоем бегают. Ну либо граник. И зачастую все на плюс 15. Так что это как минимум двухшот. А иногда может потребоваться и 4 выстрела в голову. Все зависит от брони и сборки. Буду ли я ее носить как второй ган? Пока не знаю. Хочу еще проверить другие снапы, но наверное нет.
Я больше склоняюсь к автоматическим снайперкам. Потому что, как бы ты ни ваншотил пакетиков, болтовки все равно остаются оружием поддержки. Конечно, в определенных ситуациях мне очень понравилось бегать целкой, но если честно, зачастую автомата вполне достаточно для большинства задач. Могу ли я порекомендовать ее бартерить? И да, и нет. Все зависит от того, какого геймплея вы придерживаетесь. Это, наверное, единственное оружие, по которому я не могу однозначно определиться. Как бы 50 на 50. Есть много факторов, которые решают, как будет играться снапа в той или иной ситуации. Какая броня, какие патроны, позиционка и тому подобные факторы. Стоит ли вместо Элки брать М300? Но если вам лень бартерить или жалко сыворотку, то да, проще купить. Или наоборот, если жалко денег, то есть бартер. И еще один важный факт, это то, что болтовки зачастую не прощают ошибок. За исключением разве что ультрадальней езды. Ну, вот и все.